Сегодня не будет традиционного еженедельного видео, вместо него я хочу показать вам небольшой ролик, который мы сняли для рекламной кампании в социальных сетях. Эта рекламная кампания будет направлена на поиск разработчиков и состоять будет из нескольких этапов. В ней мы будем рассказывать о сложных задачах, которые стоят перед нашей командой, о нашем глобальном развитии, о возможностях, которые открывает Dodo Pizza для разработчиков и всех сотрудников. А это видео, в общем, предназначено для того, чтобы передать ту атмосферу хорошего безумия, свободы, творчества и бунтарства, которую, как я надеюсь, вы тоже все испытываете, ощущаете. Для чего вообще хочу показать это видео? Ну, чтобы получить максимально честную обратную связь после него. После еженедельной встречи я выложу в General ссылку на видео с голосовалкой и буду признателен, если вы, в общем, максимально честно это прокомментируете и скажете, что об этом думаете. Ты тоже разработчик? А как понять, что твоя работа крутая? Ты можешь реально влиять на бизнес. Ты можешь работать в дружном коллективе. Ты можешь работать с адекватным тим-лидом. Ты можешь прокачать свой скилл. Ты можешь расслабиться на работе. Ты можешь задать SEO любой вопрос. Что для вас приготовить? Ты можешь ходить на работу в чем хочешь. Dodo Pizza Engineering. Ты можешь все. Оформление ПТК-РФ, полностью белая зарплата, компенсация ДМС, быстрый карьерный рост, печеньки и уютный офис в центре Москвы. Всем доброе утро. Меня зовут Александр Макаренко. Я работаю в команде цифрового маркетинга Dodo. И сейчас я представлю новичков этой недели. Екатерина Антонова присоединяется к команде тестировщиков DodoIS. Катя любит уют, смотреть фильмы и есть пиццу, так что, думаю, у нас она найдет много единомышленников. Евгения Остроумова присоединяется к команде HR и будет помогать с поиском разработчиков. Евгения родом из Петербурга, 3 года назад переехала в Москву, уже успела пробежать московский марафон и хочет пробежать еще раз, так что все бегуны, у вас пополнение среди единомышленников. Еще у Кати есть собака по кличке Вандервальс и кошка по кличке Кустурица. Алексей Черняев также присоединяется к команде DodoIS. Алексей — системный администратор. Он любит играть в настольные игры, проходить квесты, играть в игры, путешествовать. А еще он считает работу своим хобби. Ну и теперь к теме моего выступления. Одна из моих больших задач и проектов — это ключевой проект этого года — персонализированный маркетинг. Мои коллеги уже рассказывали про отдельные части этого проекта, но пока что не было такого общего выступления, где бы все по порядку об этом проекте мы рассказали. И чтобы восполнить это недоразумение, я сегодня все от и до вам расскажу. Что же такое персонализированный маркетинг, зачем он вообще нужен бизнесу и в том числе зачем он нужен нам? Чтобы это более, скажем так, визуально было понятно, я решил показать суть персонализированного маркетинга на противопоставлении массового и персонализированного маркетинга. Что же такое персонализированный массовый маркетинг? Это когда один человек, грубо говоря, вещает на огромную аудиторию. А персонализированный маркетинг — это, как, по сути, разговор один на один со своим клиентом. Если более конкретно уже погружаться и сравнивать массовый и персонализированный маркетинг, то массовый маркетинг — это, по сути, одно сообщение ты транслируешь на всех. А в персонализированном маркетинге ты транслируешь одно сообщение одному человеку. Кстати, это еще одно название, также называют one-to-one маркетинг. Соответственно, исходя из того, что человек видит сообщение либо одно на всех, либо индивидуально направленное именно на него, разная конверсия. У массовой конверсия средняя по больнице. А для персонализированного маркетинга более высокая конверсия, потому что больше интереса к тому, что лично тебе
коммуницируют. Отсюда и следующие метрики, это уже, в принципе, как человек на сообщение реагирует. Если один раз какое-то общее сообщение человека не заинтересовало, в следующий раз он тоже не очень будет на него реагировать. Но если сообщение дало ему ценность, и это именно то, что ему нужно, то он будет уже эти сообщения ждать и, соответственно, будет к нам чаще возвращаться. Ну и если смотреть уже на бизнес-метрики, то 1 рубль, вложенный в массовый маркетинг, он имеет средний возврат, 1 рубль, вложенный в персонализированный маркетинг, он имеет там больше возврат. Это выглядит как теория, и во многом потому, что когда мы стартовали наш проект «Персонализированный маркетинг», мы просто верили, что это надо делать, но только по отдельным частям большого проекта у нас уже были цифры. Вот, про это подробнее расскажу дальше. Итак, лето прошлого года, съезд, Миша Чернышов рассказывает о ключевом проекте «Персонализированный маркетинг». Все очень весело, много интересных заявлено проектов, подпроектов этого большого проекта. Вот. Но у нас на тот момент мало еще представления о том, во что это в итоге выльется. Итак, что же мы пообещали сделать и запланировали почти уже год назад? Мы, по сути, взяли нашу воронку, по которой проходит клиент, начиная от привлечения клиента, дальше, как он выбирает продукты в цифровых каналах, и как потом он удерживает, как мы его возвращаем. На всю эту воронку мы наложили магию персонализированного маркетинга, и из этого родилось 10 подпроектов. В привлечении это были персональные цепочки сообщений и похожие аудитории в соцсетях, так называемый lookalike. В выборе товаров это было персонализированное меню, до продажи, основанные на прошлых заказах, до продажи, основанные на похожих заказах, и подсказки на кассе. И в удержании тоже 4 проекта. Это развитие прямой коммуникации. Это один из немногих проектов, по которым мы все-таки поставили метрику. Мы хотели сделать более 10%, чтобы канал прямой коммуникации приносил нам более 10% от общей выручки доставки. Также развитие и увеличение клиентской базы, с которыми мы можем коммуницировать, то есть количество контактов, микросегментирование базы, а также триггеры. Триггеры — это, по сути, правила, по которым рассылка автоматически запускается. И цепочки. Цепочка — отличие цепочки от одноразового сообщения, что цепочка, по сути, она автоматически человеку, допустим, ты ее запускаешь, и каждую неделю он получает письмо этой цепочки. Вот. Так это выглядело примерно год назад. И нам казалось, что все это можно достаточно быстро запустить. И тут, наверное, лучшей визуализацией будет айсберг. То есть мы видели вон ту вот верхушку и думали, что довольно скоро к ней придем. Вот. Но когда начали копаться, оказалось, что есть большой пласт подготовительных работ, которые мы должны выполнить, прежде чем реально начать получать профит от персонализации. Вот. И здесь вот в нижней части айсберга лежит и работа с данными, и расширение коммуникационных каналов. И здесь не только сами каналы, но и количество подписчиков в этих каналах, и в принципе инфраструктура и IT, которые нужны, чтобы процессы персонализации автоматизировать. И одна из самых важных вещей — тестирование гипотез, потому что мы думали, что, например, что-то сработает, но фактически это не дает разницы с массовым маркетингом, поэтому тоже процесс тестирования гипотез, он непрерывный. Вот. Опять же, чтобы такой проект сделать, естественно, одному это, наверное, невозможно, поэтому над проектом работает большая команда. Я тут как такой, можно сказать, дирижер, скорее, всего большого оркестра персонализации. В привлечении команда Васи и Артура. С выбором продукта помогает Андрей как оунер машин-ленинга, и Полина сейчас присоединилась по подсказкам на кассе. В удержании Оксана и Настя. И, конечно же, IT-платформа в лице команды BI, которая нам помогает с данными, как раз
За счет них мы можем какие-то гипотезы проверять, ну и куда же без Duduis. Вот. Такая большая команда, большой проект, и главный вопрос, с чего же начать, как понять из этих 10 проектов, что брать в первую очередь, что дальше, чтобы не закопаться и чтобы не уткнуться в наши ограничения по ресурсам. Вот. И мы для себя разработали такой план, который, ну, как нам на тот момент казалось, должен сработать и довольно быстро показать результат. Ну, первое, соответственно, это приоритизировать вот эти проекты, исходя из потенциального дохода и, ну, как бы тоже возврата на инвестиции, что мы можем довольно быстро и просто запустить. Дальше быстрая проверка, то есть насколько реально вот как раз тестирование гипотезы без особых вложений. Если гипотеза доказывается, тогда уже масштабируем. Покажу на примере как раз одного из первых проектов, который мы запустили в рамках персонализированного маркетинга. Это работа с клиентской базой. Соответственно, задача была значительно увеличить клиентскую базу. Мы подумали, что может влиять на процент людей, которые оставляют нам согласие на коммуникацию с ними. Ну, самое простое — это дать какую-то акцию за подписку. Соответственно, мы просто запустили акцию в городе Москва, дарили Додстер. Быстро увидели, что действительно эффект есть, прирост пошел значительный, и поняли, что нужно уже переупаковать в более красивую форму подписку, и тогда родилась как раз идея Додо-клуба. Опять же, мы ее запустили как MVP, это просто был лендинг, но в первый же месяц работы Додо-клуба мы получили более 70 тысяч новых подписок. Вот. Соответственно, гипотеза была доказана, что таким образом можно увеличивать значительно клиентскую базу, и мы масштабировали уже Додо-клуб на все страны Евразии. Вот. С помощью такого подхода, в принципе, удалось довольно хорошо продвинуться по всему проекту, и сейчас я поделюсь основными результатами по каждому направлению. Первое — привлечение. Здесь было 2 проекта. Соответственно, один проект мы запустили, это персонализированные цепочки. Запустили в рамках федеральной рекламной кампании. Об этом уже частично рассказывал Артур, поэтому я не буду сильно погружаться. Скажу только, что вот подход, который мы выбрали, когда мы за счет того контента, который смотрит клиент, давали ему персональный ролик практически. То есть мы там более 100 роликов сделали и настроили их на видео, на блогеров. Это дало очень высокую запоминаемость наших роликов, плюс 18%. Ну, то есть мы сравнили тех людей, кто видел рекламу и кто не видел, и запоминаемость выросла на 18%. То, что нам рассказывали коллеги по цеху, это очень хороший показатель. Двигаемся дальше. Выбор продукта. В выборе продукта мы уже успели протестировать 2 довольно простых пока что алгоритма рекомендаций, но уже тоже почувствовали эффект от этого. На данный момент рекомендации в корзине дают дополнительных 0,5% продаж от общей выручки доставки. Это именно важно сказать, что это дополнительные продажи, то есть это суммарная стоимость тех товаров, которые люди добавляют с блока рекомендаций. И я уверен, что это только начало, и можно будет сделать гораздо больше за счет оптимизации и работы с машинным обучением. Двигаемся дальше. Основные успехи на данный момент у нас в удержании. Если помните, вначале я сказал, что мы себе ставили цель 10% с прямой коммуникацией от выручки доставки. Откуда мы, кстати, взяли эту цель? Мы посмотрели по рынку, какие есть вообще бенчмарки, посмотрели у наших конкурентов основных, и таким образом родились 10%. Мы не знали, насколько это достижимо. Вначале нам казалось, что это сложно. По факту за последние 5 месяцев средняя доля выручки с прямой коммуникацией у нас составляет 19%. Поэтому
мы понимаем, что на следующий год нужно ставить более амбициозные цели. В принципе, что мы поняли по ходу движения проекта? Во-первых, мы получили самое важное, мы получили реальный опыт, получили цифры, и теперь для удержания мы уже поставили более амбициозные цели на этот год. Сейчас я их кратко пробегусь. Ну, во-первых, мы хотим значительно увеличить количество подписчиков, также увеличить конверсию ежемесячную из коммуникаций в заказы, средний доход на подписанного клиента, частоту заказов и, конечно же, нашу долю выручки с прямой коммуникацией. В принципе, если говорить про проект, если помните, там 10 проектов, уже 6 из 10 запущено, то есть текущий прогресс 60%, и мы планируем успеть каждый проект хотя бы минимально запустить, чтобы к съезду мы могли сказать, что мы хорошо продвинулись по персонализации. Но даже когда мы достигнем 100%, не значит, что проект персонализации будет закончен. Для нас это становится такой долгосрочной стратегией. Персонализация будет продолжаться. Она, я думаю, будет все более автоматизироваться и задействовать большие данные. То есть это уже не будут тесты на коленке, как в этом году. Вот, поэтому вот я тут смотрю в светлое будущее персонализации. Спасибо.